Всем привет! Сойка одна из красивейших врановых птиц с большими выразительными глазами. Создает впечатление экзотической птицы из-за яркого оперения. И у нас получилось снять еще один сюжет с этой замечательной актрисой. По своей природе сойки любопытны, но осторожны. В лесу ее увидеть сложно. В поисках соек полагаться придется не на зрение, а на слух. Ну а в конце осени и зимой главное занятие сойки – добыча еды, поэтому с наступлением холодов она стала чаще заглядывать на кормушку. Сойка прилетала или ранним утром, или перед заходом солнца. Одна, крадучись и оглядываясь по сторонам, нет ли где соперника, подлетала к кормушке, оценивала угощение, собирала несколько желудей и улетала на ветку дерева. Там зажимала желудь своими цепкими пальцами, раскалывала острым клювом и с удовольствием поедала содержимое. При этом ни на секунду не расслабляясь, то и дело бросала взгляд по сторонам. Пугливость сойки помогла ей широко распространиться по всему европейскому континенту. Потом сойка заинтересовалась другим содержимым кормушек, которые приготовили в первую очередь для воробьев. Сойка в этот момент была похожа на журавля из русской народной сказки «Лиса и журавль». Помните, как журавль ушел из гостей, несолоно хлебавши? Вот и сойка стучала по кормушке клювом, а толком взять угощение не могла. Не насытившись особенно, после всегда прихватывала с собой парочку желудей. Эта птица предусмотрительная, предчувствуя холодную зиму, запасается орехами и желудями. Но вот похолодало, и мы решили повесить для синиц несоленое сало и кусок сливочного масла, чтобы посмотреть, что им приглянется больше. Такую идею подала нам одна из наших подписчиц. Пока синицы думали и присматривались, что это им такое предлагают, прилетела сойка. Мы не ожидали увидеть гостю так быстро. Сойка всеядна, летом находит разнообразный корм, ловит жуков, гусениц, пауков, мышей, ящериц. Очень ее интересуют желуди, орехи и фрукты. Сойка оценила обстановку, оглядела угощение и тут же приступила к трапезе. Стала отщипывать по маленькому кусочку сала, а потом переключилась на сливочное масло. И тут уж ее было не оторвать. Она стала поедать его с таким аппетитом и удовольствием, будто это было не масло, а пирожное или бисквит с нежным кремом. Выклевывала кусок за куском, а испачканный клюв чистила ветку. Вот это я понимаю, бутерброд, такому будет рад любой клюв. На сало положить большой кусок масла, что может быть вкуснее и питательнее в мороз? Сало да масло и птичья жизнь прекрасна. Вот рекламный слоган вышел. Другие сойки, видимо, проследили за нашей гостьей и решили узнать, что же ее так задержало на кормушке. Словом, через несколько минут у кормушки сидело уже две сойки. Одна расположилась на верхушке дерева и стерегла, а вторая наедалась впрок. Синицам же оставалось только терпеливо ждать, когда две кумушки-сойки улетят прочь. Гаечки громко возмущались, но никто не решился подлететь поближе. Когда про человека говорят, что у него птичьи мозги, то имеют в виду прежде всего его незначительные интеллектуальные способности. Но так ли глупые птицы, как может показаться? Врановые, вороны, сороки, а также сойки способны переносить свой опыт на сородичей. Например, сойки весьма умело прячут корм. Орнитологи обнаружили, что птицы стараются, чтобы в это время их никто не увидел и не услышал. Мало того, они иногда намеренно перепрятывают запасы из-за боязни, что пищу украдут.
Пир продолжался около 15 минут. Сойки по очереди набрасывались на масло, а после заедали его салом. Отгоняли друг друга от кормушки, переговаривались, ссорились и немного покричали. Почему птицы едят сало и масло? Его любят хищные птицы, и для них это естественный корм. В жире много энергии, столь необходимой в холодное время года. Сойки прекрасные имитаторы, могут воспроизводить скрип двери, стук молотка, хотя чаще всего сойка издает полутреск, полуверещание. Это и есть ее истинный голос. Второй прилет кормушки был вечером. Сойки вновь с аппетитом набросились на сало. Но сколь вкусной не была бы еда, об осторожности птицы все же не забывали, периодически оглядывались по сторонам и прислушивались к звонким позывным синиц и трелям зеленушек. А опасаться им есть кого. Их естественные враги – ястребы, серые вороны, а еще родственники называются – филины и куницы. Куницы по большей части разоряют гнезда. Вот и к нам на кормушку повадился летать ястреб-перепелятник. Мы уже находили оторванный хвост синицы. Сначала грешили на котов, но потом увидели разбойника. За бдительность соек прозвали лесными стражами. При приближении опасности они громко кричат, ставя на уши весь лес. Не забывайте ставить лайки. Если вам понравилось видео, писать комментарий, это поможет его продвижению. Подписывайтесь на канал, будет еще много интересных видеонаблюдений за птицами на кормушке. Всем пока и удачи!